I'm Karen. I'm hot and I'm tired. Я Карен. Мне очень жарко, и я очень устала. Just thought I'd let you know that. Только чтобы просто вас оповестить для информации. I'm real excited to be here. It's been an emotional time coming here, seeing the growth in this fellowship. Just last year, I got to meet Irina, and Karina. We found out there's another name in Russia besides Irina. Я очень рада находиться здесь, и вообще мне очень нравится все, что происходит. И я вот в том году познакомилась с Ириной, и потом еще с одной Ириной. Я поняла, что в России больше нет имени, кроме как Ирины. And when they mentioned to Kathy and I about coming out, if this convention could happen, I didn't think it could ever happen. И мы говорили о том, что если конвенция случится, да, и мы думали, что она вообще не случится. And the first night when we walked into the meeting, Thursday night, и в первую ночь, когда мы пошли на встречу в четверг вечером, это где было? Last night. Was it last night? Это было вчера вечером, да. And they told me it was a small meeting, 10 to 15 people. И они мне сказали, что это будет маленькая встреча, там маленькая группа, 10-15 человек. I counted, there was 76. Там было 76. That warmed my heart. Это очень затронуло мое сердце. We're all the same. My story is no different than anyone else's. Мы все одинаковые, моя история не отличается ни от чьей-либо другой истории. When I first came in, I thought my story was so much better than everyone else's. Когда я первый раз пришла, я подумала, что моя история лучше чьей-либо другой. But the longer I've been around, I find out there's worse stories out there. Но чем дольше я была здесь, я поняла, что есть намного хуже, истории, да. But we're all here. We're all here for the same reason. Мы все здесь по одной причине. That we love someone that has the disease of addiction. Потому что мы любим кого-то, кто зависит от кто-то зависимый от наркотиков. In my home groups, I don't usually talk about the addict. На моих группах я обычно не разговариваю о наркомании. A lot of times, nobody even knows who my addict was. Да, моих родственников, наркоманов, обычно мое окружение даже не знает, есть ли у меня наркоманы, и кто это, и были ли они. We focus on us. Мы сконцентрируемся на нас. And we keep our own anonymity. И мы сохраняем нашу анонимность. But I've realized everybody does it differently. Но я поняла, что все делают по-разному. And it's whatever works for you. И все, что работает именно для вас, да, вот. I did go to a meeting once, and I heard, I'm so and so, and I love an addict. Я была на встрече, где говорят, что я так сильно люблю своего зависимого. And the person next to me whispered, I hate my addict. I can't say that. И человек, который сидел рядом, он мне в ушко шепнул, что я ненавижу своего зависимого. And that reminded me of when I first came into meetings. И это мне напомнило, когда я первый раз пришла на группу. I was looking for all the differences of why I didn't need to be there. Я посмотрела на все разные причины, почему я должна быть здесь. And I tend to forget to listen for the similarities. И я забыла о том, что мне нужно смотреть на похожие моменты. And today I can just say I'm very grateful. И сегодня я хочу сказать, что я в восторге. Not that I had an addict in my life. Не потому, что у меня в жизни был зависимый. But through the program of Narcotics Anonymous. Потому что это программа анонимна. I found Нар-Анон. Да, я нашла Нар-Анон. I would never be who I am today without this program. Я никогда бы не была такой, какая я сейчас, без этой программы. I have no addicts У меня нет зависимых, living with me. которые живут со мной. I have 2 crazy dogs. У меня 2 сумасшедшие собаки. I want to start Nara-Dog. Я бы хотела начать Нара-собака. Собаки, я не знаю, как сказать. But По-русски. So this is different for me. It's been a while since I've talked about how I got here.
Я хочу рассказать о том, как я пришла сюда. Because like I said, I usually just focus on my story. Я обычно, как я уже сказала, фокусируюсь на своей истории. And some of the things I heard last night and today, I'm going to mention because I understand those today. И некоторые вещи, которые я услышала вчера и сегодня, которые я уже сказала вчера и сегодня, я упомяну их сегодня тоже. When I went to my first meeting and I heard someone say they had been there 25 years, Когда я слышу, что член Нар-Анон говорит, что я была здесь 25 лет, I said, how stupid are they? я думаю, какие они дураки. It's not that hard. Это не так сложно, это не так тяжело. It's only 12 steps. Это всего лишь 12 шагов. 2.5 weeks, take weekends off. 2,5 недели и как бы отдыхать. I didn't understand. Я не понимаю. This is my story, and I'm not trying to make it funny. It is kind of funny when I think about it. Это моя история, как бы я не хочу как бы сделать из нее как бы анекдота, там смешной истории, но это как бы моя история. But I did not want to go to Нар-Анон. Но я не хотела идти в Нар-Анон. I was very stubborn. Я очень противилась. Big ego. Big ego. Ego. Big head. Sorry, Big head. Ego. Yeah. Just big ego. Yeah. Ну как бы у меня было большое это вот эго. I thought I was smarter and better. Я думала, что я лучше, умнее. My husband went into a treatment center. Мой муж попал, значит, в реабилитационный центр. And 2 days after he was there, I got a phone call. И через 2 дня после того, как он туда попал, у меня был звонок. And they told me it's a family program. I needed to come to a meeting. И они мне сказали, что это семейная программа, и что я должна прийти на группу или встречу. I was not very nice to the person on the phone. Я как бы не была очень вежлива с человеком, который мне позвонил. I used a lot of words that aren't in the dictionary. То есть у меня было куча слов, которых нет в словаре. I told her what I thought about going to a meeting. Я сказала им все то, что я думаю о том, чтобы пойти на группу. I told them that was their problem. They could fix him. Я сказала, что это их проблема, и они могут ее решить. And this is my vacation now. И это мой отпуск сейчас. They told me no, I had to come. Они сказали мне, нет, я должна прийти. So my first meeting, I left work early so I could go home. Как бы я хотела... I was at work. Окей, она была на работе, ей хотелось пойти пораньше, как бы домой, но вот у нее, как бы, она пошла на первую свою группу. And I went home so I could make myself look pretty. И я как бы пошла домой, чтобы подготовиться, там, выглядеть хорошо перед группой. To show them people like me Для того, чтобы показать, чтобы, ну, какая я хорошая. don't need people like you. Что, как бы, да, как бы, что вы не такие. Yeah. Что, как бы, я вот такая хорошая, да, и вы такие, то есть, как бы, вы мне не подходите. I was raised, you don't marry addicts. Я как бы... Grew up in a family, no addicts, no То alcoholics. есть я выросла в семье, была воспитана в семье, в которой как бы все отрицали, то есть не должно было быть ни наркоманов, как бы все были против наркоманов и вообще наркотиков. But I went into my first meeting Я пошла на свою первую группу. and hoped it would be my last. Я думала, надеялась, что это будет мой последний. And 18 years later, I'm still coming back. И спустя 18 лет я все-таки возвращаюсь. But rather than going into my whole of why I was such a rebel, is that a word? Why I was so stubborn. Stubborn. Well, Okay, yeah, strict. I was so controlling. Окей. Она была очень такая, да, ну, строгая, как бы, такая вот жесткая, контролирующая. I didn't do anything they told me I should do То there. есть я как бы не делала ничего, то, что они мне рекомендовали. I didn't want to go to meetings. I didn't want to get a sponsor. I didn't want to do steps. То есть она не хотела ходить на группы, иметь спонсора, работать по шагам. This program, this family program, is a year program. Эта программа семейная, она как бы рассчитана на 1 год. It took us a year and a half to graduate because of me. Она, значит, стоила для меня, как бы из-за меня, то есть мы проходили ее 1,5 года.
And even then I didn't go to meetings for a while. И даже после этого я как бы какое-то время не ходила на группы. And then one day I realized that instead of my husband going out every night using, he was going to meetings. И я поняла, что вместо того, чтобы ходить употреблять вечерами, он ходил на группы. And I got scared. И я испугалась. I thought he wouldn't need me anymore. То, что я ему больше не буду нужна. So I went so that they could tell me how to keep him. И я пошла на группы для того, чтобы они мне рассказали, как удержать его. And how to keep him clean. И как удержать его чистым. It's like I heard last night somebody you come in for that pill. Я как-то вчера услышала, да, что кто-то пришел за лекарством на группу. I came in for the card. Я пришла за карточкой. That says what to do and what not to do so they don't relapse and they behave. Okay. Она пришла как бы за инструкцией о том, что ей делать, что не делать, как бы как себя вести. I'm still waiting for the card. Я все до сих пор жду этой инструкции. But my first meeting, I always remember my first meeting. Но моя встреча, я вот всегда, первая группа, я всегда как бы помню о первой своей группе. I walked into that meeting and there was two women by a literature table. Я как бы зашла в помещение, значит, и там было две женщины. The literature, the books. The literature and the books. Sorry, not literature. С книжками. And she said, "Hi, we're glad you're here. Would you like a book?" И они мне сказали: "Привет, мы рады, что увидеть тебя здесь. Не хочешь ли купить книжку?" And I said, "No." Ну, она сказала нет. No. And sat down like this. И она села как бы в такой позе. And then I left the meeting when it was over. Didn't talk to anybody. И я ушла, как бы, когда встреча закончилась, ни с кем не поговорив. And the next week I went back. На следующей неделе я снова пришла. And they said, "Hi, the same two ladies. We're glad you're back." Они мне сказали, значит, и те же самые две женщины сказали: "Привет, хорошо, что ты, мы рады тебя видеть снова." And I'm thinking, why? Она сказала: "Почему?" Она подумала. Would you like to buy a book? И они ей сказали: "Ты хочешь купить книжку?" I said, "No, not yet." Она сказала: "Нет, не сейчас." That's the book lady. Одна из них это вот она, одна из этих двух женщин. And that's how I met Kathy. And I love telling that story. И так она познакомилась с Кетти, да, и она вот любит эту историю. And the reason I tell that story is her sponsor was making her do service. И причина, почему я рассказываю эту историю, это потому что ее наставник как бы заставил ее выполнять вот это вот служение, продавать книжки. So I kind of started to understand what it was about later on. И потом, как бы, попозже я поняла, почему это, о чем вообще вся эта программа, в чем смысл этого всего происходящего. And I'm forever grateful to her and her family. Я очень как бы рада, как бы и благодарна ей и ее семье. We were all in the same treatment facility together, and her husband carried the message to my husband. А ее муж как бы тоже был в том же реабилитационном центре, как бы, и ее муж донес как бы весть о Энее уже ее мужу. Вот. And I have his permission to say this. И у меня есть разрешение как бы рассказать это. Право. He went into recovery only to shut me up. Your husband? That's what he tells everybody, yeah. Okay. Ее муж пошел, значит, лечиться только для того, чтобы уже заткнуть ее. He figured I would calm down and he could come home. То есть он решил, что, значит, он вернется домой, и там будет как бы тихо и спокойно. And he's going to have 19 years clean. И то есть и он сейчас уже 19 лет как чистый. But we're no longer married. Но они уже не женаты. And that's part of my story. Это часть моей истории. I left him, and he had 11 years clean when I left. Я его ушла от него, и вот после этого у него 11 лет, как он чистый. Because what I found in this program, потому что то, что я нашла вот в этой программе, even though he was working a great program of Narcotics Anonymous, даже если он как бы хорошо работает по программе анонимных наркоманов, I had grown so much. Я тоже как бы выросла так настолько сильно,
And he didn't know how to communicate with me. И как бы он не знал уже, как разговаривать, как вообще общаться со мной. So we're still friends, but we're divorced. Мы до сих пор как бы друзья, но мы развелись. And he's a great dad. We have two grown kids. И он очень отличный отец, у нас двое взрослых детей. And I live 3,000 miles away from him. Я живу 300 миль от него. But Нар-Anon gave me the strength to do that. Но именно Нар-Анон дал мне силу, как бы, чтобы это сделать. I eventually got a sponsor, worked the steps. То есть у меня как бы был спонсор, я работала по шагам. Started a new meeting. Я открыла как бы свои группы. We were a family, our family in recovery. My son, when my husband went into recovery, I had two kids. One was 5 and 12. Когда мой муж, значит, начал выздоравливать, у нас было два ребенка, одному 5 and 6. 5 and 12. 5 и 12. And I thought my 12-year-old would never use drugs. Я думала, что мой 12-летний ребенок никогда не будет because of what he saw наркотиков. Из того, что in он family видел. program. Да, и как бы семейную программу. Хорошо, потом. What? I should speak louder. Oh, you gotta speak louder. Stand up. I was in Нар-Анон for 8 or 9 years. Я была в Нар-Аноне 8 или 9 лет. When my son started acting out. Когда мой ребенок начал тоже употреблять. And I found out how easy it is for us to relapse. И я поняла, как нам очень просто сорваться. I thought because I was a mother, I could control this. Я думала, что если я мать, то я могу как бы контролировать эту ситуацию. But then I was reminded as a wife I couldn't control it. Но потом я вспомнила, что как жена я не могла это контролировать. What made me so powerful now? Что же должно было сделать меня такой сильной, что я могу сейчас это делать? And that was hard. И это было очень, тяжело. I had a good sponsor at the time. У меня был очень хороший наставник в то время. She told me to imagine the ocean. Она мне сказала, представь океан. And the waves coming in. И волны, как бы, они направляются к тебе. And she said, Karen, I want you to go out and stop just one wave. Попробуй, она говорит, Карен, попробуй и останови хотя бы одну волну. And when you can do that, let me know. И она сказала, когда ты сможешь это сделать, дай мне знать. I understood. И я поняла. I hear people in Нар-Anon say it's different with a child than it is a husband. Я слышу, что в Нар-Аноне люди говорят, что это как бы разная ситуация, когда муж употребляет, когда ребенок употребляет. I think it's just as painful. Я думаю, что это только очень больно. But different. Но да, это по-разному. По-разному больно. You love them both. Ты любишь их обоих. But you love them differently. Но ты любишь их по-разному. But I realized that addiction has no boundaries on age. Но я поняла, что зависимость, она как бы не имеет никаких границ в возрасте. And I really had to work my program around my son. И я начала работать по программе уже как бы по отношению к своему сыну. And I did something a lot of people don't do, and you don't hear about it a lot in Нар-Анон. Я сделала некоторые вещи, которые обычно люди не делают, и о которых вы не услышите в Нар-Аноне. A week after my son turned 18, на неделе, когда моему сыну исполнилось 18, I told him to leave. Я ему сказала уйти. And he wouldn't, so I called the police. И он не хотел, и я позвала полицию. And I had him removed from my house. И я мне пришлось его выгнать. Because Нар-Anon taught me, потому что Нар-Анон сказал мне, I wasn't going to stand at his funeral. Be at his funeral. Be at his death. Be at his funeral, whatever. No, don't use this word. Oh. Я обычно просто не использую. Потому что Нар-Анон мне сказал, что то есть если я не хочу быть на его похоронах, and know that I enabled him to be there. Но я помогаю ему, чтобы он там He wasn't working, he wasn't going to school, he was doing nothing. То есть он не работал, он не ходил в школу, он ничего не делал.
And the longer I let him do that, И ну, столько, сколько я позволяла ему так жить, the longer he was going to get into trouble. Тем как бы больше у него, тем больше он попадал в неприятности. And he has a higher power. И у него есть высшая сила. And it wasn't me. Это была не я. He made some very bad choices. Он сделал как бы очень плохой выбор. But they weren't my choices. Но это были не мои, как бы, не мой выбор. As a mom, it's hard to throw your loved one out. It's hard to окей. toss your Это kid out. очень тяжело, как бы его, естественно, выгнать вообще из своей жизни. He had no home, У него не было дома, no job, работы, no money. денег. But amazingly enough, he always had money to get what he needed. Но очень интересно было то, что у него всегда были деньги для того, чтобы он получил то, что ему хочется. And like I said, I couldn't be there. I couldn't do that. И я как бы сказала себе, что я не хочу как бы в этом участвовать. He knew that I loved him, and if he ever wanted help, I would be there. Он знал, что я его люблю, и если ему нужна моя помощь, то как бы я приду к нему. That was 12 years ago. Это было 12 лет назад. He's now 30. Сейчас ему 30. He has a 9-year-old son. У него 9-летний сын. I don't know if he uses drugs or not. Я не знаю, употребляет он или нет. He's not doing the life that I had dreamed. Он живет не той жизнью, о которой я мечтала. But he's happy. Но он счастлив. And he's a great dad. И он отличный отец. And that's what Нар-Anon taught me. That's a gift. И это то, чему меня научил Нар-Анон, это мой подарок. He did one time tell me, thank you for throwing me out. Однажды он мне сказал, спасибо, что ты меня выгнала. He said, you know, I was never going to do anything as long as you were taking care of me. Он сказал, что я бы никогда как бы ничего не сделала, ну, если бы ты за мной продолжала как бы опять. Just like you did with Dad. Так же, как ты жила с отцом. Ну, с ее мужем. Yeah. So, I got to practice my program a lot with that. То есть мне очень как бы программу воплощать приходилось очень как бы часто и очень, ну, много работать с этой программой. So I was still married and had one 16-year-old left at home. One daughter at home. I was still married to the addict Я была recovery. как бы до сих пор замужем, и у меня была 16-летняя дочь в тот момент. And we started to have problems. У нас начались проблемы. Communicating. В общении. Even, like I said, even though he was in recovery, Даже когда я знала, что он как бы в выздоровлении, some of the behaviors were still there. Его поведение, ну, некоторое его поведение, оно все-таки осталось. You mean husband or son? My husband's behaviors were still there. Да, а сейчас о муже. Behaviors. He wanted the best of everything. Он хотел лучше лучше от всего, да. Always had to be a bigger TV. У них был большой как бы телевизор. The nice car. Хорошая машина. It was still all about him. И это все было как бы, ну, это все было его. And I couldn't live like that. Но я не могла так жить. So with the support of my sponsor and my Нар-Anon friends, I was able to say I can't do this anymore. То есть с помощью моего наставника и Нар-Анона я как бы пришла к тому, что я не могу больше как бы продолжать так жить. Right around before that started, I started doing service. Как раз только вот до того, как я начала, как бы, ну, пришла к этому решению, я взяла на себя служение. Kathy and I have always remained in touch. Как бы вот я всегда была в контакте с Кэти. I lived in Northern California and she's in Southern California. Я жила в Северной Калифорнии, она в Южной. And we got together, and she talked about this last night, that she was working at the office and asked me to come down and join the board. Как Кэти уже говорила вчера, то есть она как бы позвала меня в офис to join the board? Of trustees. Okay. Она позвала как бы меня в офис и, ну, как бы взять служение на себя. So I was voted in and started to do service in a different way. То есть
Ее избрали, как бы, да, вот на это служение, и она начала, как бы, его выполнять. And that filled me up for a while. И я, как бы, в первое время, как бы, ну, мне было чем заняться. We worked together, growing the fellowship, having the conference. Мы очень много вместе работали, как бы, развивали, ну, как бы, работали над конференцией, то есть, ну, она очень была занята, как бы, вовлечена во все это служение. And opening new meetings. Открывали новые группы. And new regions. В новых регионах. And 6 years ago, 6 лет назад, I decided I was going to move across country. Я решила, что я проеду через всю страну. From California to Florida. От Калифорнии до Флориды. 3,000 miles. 300 миль. Ой, подожди, 3000 миль. And I knew I could, even though I only knew one person in Florida. No, two people in Florida. Я знала всего лишь 2 человека во Флориде. But I knew there was a room full of people. Но я знаю, что там очень много было других людей. That did the same thing I do. Которые делали то же самое, что я делаю. I just didn't know their names yet. Я просто не знала их имена. So I got in my car. Я взяла машину. With 2 dogs. С 2 собаками. Different dogs. They're другие собаки, не те, которые. They've passed since. Они уже умерли. And drove across country. И поехала, как бы, через страну. Because Нар-Anon taught me how to take care of myself. Потому что Нар-Анон научил меня, как заботиться о себе. That I could do whatever I could do. Потому что я могу сделать то, что я могу сделать. Start new meetings. Открыть новые группы. Carry the message. Нести весть. And to me that was so exciting. И для меня это было настолько интересно, как бы я была в восторге. Because growing up we learn you're a wife, you're a mother, this is what you do. Потому что, развиваясь, мы понимаем, что там ты жена, ты мать, как бы, и вот то, что ты делаешь, да, то есть you work. Твоя роль, да, там на работе. But it's always for somebody else. Но это все время для кого-то другого. And I was no longer a wife. То есть я уже больше не жена. I'll always be a mother, but they've grown up. То есть я бы хотела быть матерью, но они уже все выросли. And I no longer work. И у меня нет работы. So I decided to do what I like to do. Я решила для себя делать то, что я люблю. Which is carry the message. То есть нести весть. Because I said this earlier, I want this program to be here for my grandson. Я, как уже говорила, я хочу, чтобы эта программа была для моих внуков. Because it's a family disease. Потому что это семейная болезнь. Our programs, NA and Нар-Anon, наши программы Нар-Анона и этой aren't getting smaller. Они как бы сокращаются. Smaller or... They're not getting smaller, they're growing. Okay. We're not shrinking, we're growing. Они развиваются, да, наоборот, расширяются. Small, yeah, I know. I moved to Florida. Я переехала в Флориду. Started meetings. Открыла группы. Got a new sponsor. Нашла нового спонсора. And if you don't have a sponsor, если у вас нет спонсора, I suggest you get one. Я вам советую найти. And what I learned in this program, many things. Чему научилась в этой программе? It's okay to change sponsors. Это нормально, да, поменять как бы наставника. I've had 5. У меня было 5. I need someone that can see me. Мне нужен кто-то, кто может меня видеть, может встречаться лично со мной. Because I don't listen real well. Потому что я плохо слышу. And if we're talking on the phone, если мы говорим по телефону, she knows I'm rolling my eyes. Она знает, что я там ворчу, там глазами, в общем, да. I need to be accountable. То есть, accountable? I need to be, what's the word? It's to feel your needs as a person. I need somebody to watch you.
call me up when I'm doing things wrong, yeah. То есть ей нужен человек, который как бы вот, ну, присматривает за ней и говорит, что она неправильно делает. Because I still think I'm smart. Потому что я до сих пор думаю, что я все-таки умная. But the program has taught me that your defects don't always go away. Программа научила меня, что твои, ну, как бы, мои дефекты, они не уходят. They come back in different ways. Они возвращаются, они всегда возвращаются просто по-другому. Try doing service. В другом виде. То есть нужно обязательно брать служение. You work on patience. Нужно работать над терпением. Tolerance. Толерантностью. Listening. Слушанием. Not making faces. Faces you mean... Окей. Yeah. Okay, ну, не воображать, ну, там, не изображать гримасы. And listening to others. И слушать других. Opinions. Да, слушать других мнения. That my way is not the right way. Потому что как бы, моя дорога, она неправильная. It's the way of the groups. The way of the fellowship. Да, то есть правильная дорога, это вот дорога группы, содружества. My sponsors in recovery. Мой спонсор в выздоровлении. I have 10 sponsees. У меня 10 подспонсорных. I won't sponsor anyone unless they go to meetings, do the steps, and do service. Я никого не беру себе подспонсорных людей, которые не ходят на группы, не берут служение и не работают по шагам. I understand that not a lot of sponsors are like that, and that's okay. Я понимаю, что не все спонсоры как бы такие, но это нормально. But I can only show them what worked for me. Ну, я хочу как бы рассказать то, что работает именно для меня. And that's what I was taught. И это то, чему я была, чему я научилась. And I don't get upset if that doesn't work for them. They can go find another sponsor, and that's okay. Я как бы не расстраиваюсь, если как бы это им не подходит, они могут спокойно найти себе другого спонсора, и как бы все нормально. Because I don't believe there's just one person for one person. Otherwise, I wouldn't have had 5 sponsors. То есть я как бы не верю, что для одного человека есть только вот один человек, там, который ему подходит, да, то есть иначе бы у меня не было 5 спонсоров. They say in NA В НЭИ говорят, that if you want to keep what you have, то есть если ты хочешь сохранить то, что у тебя есть, you have to give it away. ты должен это отпустить. And that's how they work their program. И так, это то, как они работают над своей программой. And that's how our programs stay alive. И это то, почему наши программы до сих пор как бы существуют. So I have 10 sponsees. У меня 10 подспонсоров. 8 of them sponsor women. 8 из них как бы женщин. Some of them are delegates. Некоторые из них делегаты. Some of them are committee members. Некоторые из них члены комитета. Some of them do outreach. Некоторые из них носят весть. But they all do service. Но они все берут, все какое-то служение. Because they understand. Потому что они понимают. I've learned so much in this program. Я столько научилась в этой программе. And just when I get relaxed and think I can graduate, И только когда я вот расслабляюсь, думаю, что вот я все как бы там. my higher power Моя высшая сила. decides I'm not ready to graduate yet. Она говорит, что ты еще не готова как бы, завершить программу. I believe addiction is a family disease and it is hereditary. Я верю в то, что я считаю, что наркомания это болезнь и Hereditary, passed down from generation to generation. она передается, да, как бы через поколение. Not just because a parent is an addict or an alcoholic doesn't mean their children are going to be addict or alcoholic, but they'll have a disease of some type of addiction. То есть, если кто-то из родителей алкоголик или наркоман, это не значит, что его дети будут наркоманами или алкоголиками, но это значит, что болезнь, она как бы в них, она есть. And about 2 years ago, 2 года назад I watched my beautiful daughter start to shrivel up. Я наблюдала, как моя красивая дочь Get smaller. похудела.
She went from 140 pounds, 140 140 кило, pounds. in кило. 140 килограмм. Нет, это паунд. Это не, Фунтов, да. это не килограммы. Окей. В общем, фунт, да, 140 фунтов, я в килограммах сейчас не могу сказать, но это много, наверное. 80 килограмм, не больше. Ну, Не да, так где-то страшно. так. 10 килограмм. To 90. То есть до 90. 90, то есть она 50 себя. And she didn't want help. И она не хочет, как бы не нужно, ну, отказывается от помощи. I called her father Я позвонила ее отцу. and I said, we have to do something. Нам нужно что-то сделать. We have to jump in and do something. We can't let her die. What are we going to do? We need to take her to treatment. Мы должны что-то сделать, мы не можем позволить ей умереть. Нам нужно ее в реабилитационный центр привести, что-то сделать. And he asked me if I was still going to meetings. И он меня спросил, говорит, ты до сих пор ходишь на группу или перестала? That's true. Это правда. True story. Это как бы правдивая история. He said until she faces and admits she has a problem, Она, говорит, как бы считает, что у нее проблема какая-то. and I went out last month. Yeah. Last month I went out to see her in California. В прошлом месяце я как бы поехала навестить ее в Калифорнию. And the night before I left, И за вечер до отъезда her best friend sent me a message on Facebook. ее друг, как бы, ее знакомый отправил мне сообщение в Facebook. And asked me if I would do an intervention on her with them. Intervention? How do you describe an intervention? They're very common in the United States. Intervention. They want to come in to help. Окей. А ее, значит, как бы друг написал, что как бы вы собираетесь как бы ей там помочь, там как бы ее там заставлять. Интервенцию у нас тоже. Ну заставлять ее. Нет, делать интервенцию, так и есть. Ну, вмешаться там, ну, все равно Так и называется интервенция. У нас так и говорят. сделать интервью. Да, делать интервенцию. Да. У нас есть такой Okay, термин. new to you, Я huh? не русская, I'm not... That's okay. That's right. It is okay. It is okay. Окей, да. We are young, yeah, we don't... Oh, you're young. That's right. Babies. Окей, все поняли. See, that's how my higher power took care of it. They were asking, not me. Это то, вот как моя высшая сила, как бы меня предупредила. То есть они меня как бы спросили, не я. So they planned the whole thing. То есть они все запланировали, ее друзья. And I was at where she lives, and she invited everybody to dinner. То есть она пригласила всех на ужин. We all ate dinner. We were nervous. Мы как бы все, переживали, нервничали. And she had no idea. Она ничего не знала. And her dad didn't know if he should be there or not. И ее отец, как бы он еще не знал, то есть, сомневался, прийти или нет. Because he was her safe person. Потому что он как бы был ее защитник. She was talking to him. Она разговаривала с ним. And he didn't want to lose that relationship. И он не хотел как бы потерять вот это вот отношение с ним. And I said, fine. Сказала, окей. You be good dad, I'll be bad mom. Ты будешь хорошим отцом, я буду плохой мамой. He did come. Он пришел. We sat down to eat, and right before we finished eating, the doorbell rang. Мы как бы сели уже, чтобы приступить к ужину, и то, как мы сели, значит, позвонил звонок в дверь. And it was him, and she said, Dad, what are you doing here? И как бы это был он, отец, и как бы дочь его спросила, отец, что ты здесь делаешь? So he sat down, there was 8 of us around the table with her. Он сел, у нас было около 8 человек. And I said, there's no accident why all of us are here. И я сказала, это как бы не случайно, что все мы здесь. Now remember, she's grown up in a program family. И как бы, помните, что она как бы выросла в программной семье. She said, oh, an intervention. Она сказала, это интервенция. Так я не знаю, как бы, в чем смысл. The reason I tell this story Причина, почему я рассказываю эту историю, in such detail, в таких because it's подробностях. two things. I wanted you to hear how I relapsed and thought I could do something. Я хочу как бы показать, что вот как я сорвалась тем, что думала, что я могу что-то сделать. And when I let go, И когда я отпустила, her higher power took care of it. то есть ее высшая сила, как бы она позаботилась. So just like everyone else in my life, I pray for her and I pray for everyone in my life.
То есть, But that's how this program works. то есть и это как бы я молюсь как бы за нее и за всех как бы это показывает то, как программа работает. Just like step one, I'm powerless over her choices. Вот как первый шаг говорит, я бессильна перед ее выбором. Step two, a Второй higher шаг, power, hers, not mine. второй шаг, значит, высшая сила, у нее есть своя высшая сила, она не моя. Step three, I made a decision. Третий шаг, я сделала решение, приняла решение. I took an inventory of what I could and couldn't do. Я как бы проанализировала, что я могу и что я не могу. And you get where I'm going with all this. И как бы, да, отпустила, как бы, ну, get what? Understand. Окей, я поняла, как бы, да. This program works Эта программа работает, if you work it. если работаешь ты, как бы, сам. I go to 3 meetings a week still. Я до сих пор хожу на 3 I в read неделю. I read and meditate every day. Я читаю и медитирую каждый день. I don't meditate well. Я плохо медитирую. Maybe 2 minutes. Может, 2 минуты. I got those squirrels in my head too. А у меня до сих пор там эти It's hard. морщины. Yeah. Что-то на лице. Yeah. Гримасы. Yeah. Every day I write down 5 things I'm grateful for. А каждый день я пишу 5 каких-то вещей, чему я благодарна. My sponsor taught me that. Мой спонсор сказал мне делать это. And she told me to use feeling words. И она мне сказала использовать слова, передающие чувства. Not happy that I got a raise or Несчастлива, потому new что... clothes. Not about that. Not about that. No, mine are that I've learned to be compassionate, to be truthful. Я как бы научилась быть правдивой. The gratitude list is 5 words that I'm grateful that I have today. То есть написать 5 слов, чему я благодарна вот именно сегодня. Not things. Не вещи, там, не тому, что я купила, там, или еще что-то. Things help, but they don't make you 100% happy. Вещи, они помогают, но они не делают тебя 100% счастливым. My women that I sponsor, they do a gratitude list every day. Женщины, которых я спонсирую, они тоже делают как бы список благодарности каждый день. And we share it on email. И мы как бы Every обмениваемся day. по мейлу каждый день между собой. So every day I read 45, no, I have 10 sponsees, I'm sorry. I read 50 words of gratitude. То есть каждый день я читаю 50 слов благодарности. It's hard to have a bad day when you're reading all that. Да, то есть какой у вас будет плохой день, если вы это не прочитаете. But I did cheat last night on my gratitude list. Sorry? I didn't use just feeling words. Вчера, да, она написала, значит, I wrote to my girls because they know I'm here. они знали, что я здесь, я написала как бы своим подспонсорам. I'm grateful for Irina, Karina, Nina, Marie. I started listing people that I met last night. 76 people. Food. Keep going. То есть она как бы начала писать там имена, и это было 76 человек, потом еда тоже. Fellowship. Как бы сообщество. How clean Moscow is. Насколько чистая Москва. How loving people are. Какие добрые, такие любящие люди. How kind. Какие добрые. How helpful. Какие, да, помогающие, поддерживающие. And this morning when I woke up, I went online. Я когда утром сегодня проснулась, and they all said, say hi to the Irinas, Karinas, Ninas, Marias. Я прочитала, да, это сообщение, то есть они мне сказали передать привет всем вот Иринам, Каринам и Маринам, и всем остальным. See, because even though this is a sad disease, даже если вот мы знаем, что это очень такая большая, плохая, грустная, ну, в общем, все негативные слова, ну, болезнь, we learn to laugh. то есть мы учимся смеяться. Because life could be worse. Потому что жизнь может быть хуже. And I'll share one other story, Я because поделюсь, somebody asked about this last night. я поделюсь сейчас одной историей, потому что вчера кто-то спросил меня об этом.
Нар-Анон holds no guarantees that your addict will stay clean. Нар-Анон не гарантирует, что ваш зависимый будет чистым. A year ago, June 9th, Год назад, 9 июня, I had put my cell phone on vibrate. я, значит, So it doesn't ring. Silent. I put it on silent. Okay. Она как бы это отключила звук. Phone. Phone. Okay. Cell phone. Cell phone. Okay. Telephone, yeah, cell phone. I woke up about 5 o'clock and saw I had a message. Я проснулась в 5 утра и увидела, что у меня сообщение. And I listened to the message and said, that can't be what she just said. Я послушала сообщение, и я поняла, что это не может быть такого, что такого не может быть. So I called my sponsee Это была моя подспонсорная. at 5:30 in the morning, Она позвонила как бы my в sponsee, 5:30 утром, and she was crying. и она плакала. And she said, Jamie died. Джемми умер. То есть это она сообщение на телефоне оставила. That was her 23-year-old daughter, Это была 23-летняя дочь, her only child, единственный ребенок, who was clean. которая была чистая. And as a sponsor, И как наставник, I didn't know what to say. я не знала, что ей сказать. I didn't know how to fix it. Я не знала, как решить. I didn't know how to take her pain away. Я не знала, как забрать ее боль. But I knew what to do. Я знала, что нужно сделать. I got in my car Я взяла села в машину, and got myself there и я поехала to hold her. поддержать ее, обнять ее. She still goes to program. Она до сих пор ходит в программу. She went to the World Convention 2 months afterwards Она через 2 месяца поехала на конвенцию мировую in San Diego, в Сан-Диего, where her daughter died, где умерла ее дочь. because she is so grateful. Потому что она была так благодарна. Because this program gave her a relationship with her daughter, Потому что эта программа дала ей как бы отношения с ее дочерью. whether her daughter was using or not. Вне зависимости от того, употребляла ее дочь или нет. And her daughter was so proud that her mom went to Нар-Анон, Ее дочь была так горда, что ее мать ходит в Нар-Анон. that she will always go. И она как бы до сих пор, и она будет ходить. She's the chair of outreach for Florida. Она как бы Outreach сейчас председатель, да, это во Флориде. Это Нар-Анон. She's everyone's biggest fear, Она наводит страх на всех, but she carries a message of hope. но она несет как бы весть о надежде. If she hadn't gone to Нар-Анон, she wouldn't have had the 4 wonderful years with her daughter. Если бы она не ходила в Нар-Анон, то у нее бы не было 4 замечательных лет с ее дочерью. That her daughter may have died without her having those 4 years to have the relationship. Ее дочь могла бы умереть без этих 4 лет и их хороших отношений. So I don't say this to scare you. That's not why I do that. It's that it's a reality. It can happen. Я не говорю это для того, чтобы напугать вам. Это просто реальность, и это может действительно случиться. And we never know. Мы никогда не знаем. Like, God forbid, we could walk outside and get hit by a car. We don't know. Только Бог знает, и мы не знаем. То есть вы можете просто выйти на улицу, и вас может сбить машина. Kathy lives in California where they could have the big earthquake. Кэти живет в Калифорнии, где было очень большое землетрясение. I live with his hurricanes. Я живу в регионе, где торнадо. We don't know what the plan is. Мы не знаем, что может случиться, что за план у Бога. But if we work our program and take it one day at a time, Но если мы работаем в программе и как бы живем сегодняшним днем, it's the best 24 hours we can have. Thanks for letting me share. это самые лучшие 24 часа, которые мы можем прожить. I get emotional when I talk about Jamie. Я очень эмоциональна, когда говорю о Джемми.